разные там кошмары еще снились, плюс мне нужно теперь прописка. Сейчас нужно сделать еще и прописку, получается. Это интересно, я вам честно говорю. Понятно, типа еще. Мы и так Турцию никогда в жизни не покупаем принципиально. И прошу вас тоже, друзья, если вы видите, что кто-то там на улице просит, тут я знаю место, где делают вкуснейшие булочки. Ночка у меня была веселой. Честно скажу, наверное, я вчера говорил, что тяжелая ночь у меня была. Оказывается, эта ночь у меня была тяжелее. Разные там кошмары еще снились, плюс к плохому состоянию. Ну, короче, я рано встал, там часов где-то в 6, и всю ночь постоянно там просыпался, засыпал. Болевые ощущения в горле не попускают, но в данный момент я себя чувствую лучше, чем вчера вечером. Вчера вечером как-то сильно накрыло, но, слава богу, уже сейчас лучше. Короче, что я сейчас планирую делать? Также завтрак, также витаминки. И двигаюсь дальше. У меня сегодня есть задача, нужно забрать свои джинсы, которые я отдал в отеле. И хочу чуть привести лицо в порядок, потому что, ну что это такое уже? Должен быть стильный Акоп, а это не стиль. Да, и из хороших новостей у нас со мной связала девочка, которая делает нам визу. Мне визу, я постоянно путаю, ладно, без разницы. И сказала, что если успеем, то может быть завтра будет подача. Завтра у нас пятница, если нет, то в понедельник. Для подачи мне нужно будет поехать в Львов, в город Львов. Поэтому, если сегодня она мне позвонит и скажет, что успеваем, то я сегодня покупаю билеты. И завтра утром или сегодня ночью, да, сегодня ночью уже, выезжаю во Львов. Давайте поставьте лайк, чтобы у нас все получилось, чтобы я быстро пошел, подал на визу и быстренько уже получил эту визу и поехал к моей любимушке. Любимушке. Сегодня 5-й мой день в Германии в одиночестве, будем это так называть. Я вышла, я уже дома не могу сидеть. И сегодняшняя моя задача разобраться с мусором. Короче, как вы знаете, мусор тут рассортировывают. И вот я взяла только бумажку пока что. Я вижу, вон там есть типа много баков. Есть здесь. Но тут валяется, я вижу, вон газетка. Я так думаю, что случайно выпала. Потому что я, естественно, не запомнила. Мы с Маринкой выносили мусор. Она туда. Короче, я не запомнила. Прочитать я не могу то, что на баке нарисовано. Но я так полагаю, что это здесь. Я даже могу заглянуть. Да, это бумага. Ой, ребята, я сама с себя смеюсь. Просто это, мне лично это очень смешно и прикольно. Даже недавно нам подписчица написала. Говорит: Татьяна, вы только не обижайтесь. Но вы, типа, у меня такое ощущение, что вы без Акопа как смешной... Ой, смешной, господи, извините. Как слепой котенок. Я говорю, что я не то, что не обижаюсь. Я просто реально смеялась с этого комментария. Ну, типа, я этого даже не стесняюсь, это нормально, да, я это признаю, я этим даже и, если об этом говорю, то я, значит, конечно же, к этому хорошо отношусь и все прекрасно понимаю. Конечно, я этим даже хвастаюсь, потому что мне так повезло с мужем. Но до этого времени я жила просто в таком комфорте, что я реально там не знала, что такое самой купить билеты там на самолет, что такое там составить какой-то маршрут. Я жила в кайф, и это хорошо, я считаю, да, сейчас чуть-чуть там есть у меня некий дискомфорт, мне приходится там много раз ему перезванивать, переспрашивать, узнавать, но это не страшно, ничего вообще не происходит, то есть, ребята, можете... писать мне такие вещи, я все нормально воспринимаю. Мне было хорошо, когда он был рядом. Вот, допустим, вот эти сейчас вопросы с мусором я бы не решала, потому что он бы там открыл переводчик, все там, на баках есть надписи, он бы все попереводил, все бы запомнил сразу с первого раза. И все. Вот и все. Вот, друзья, вот мне это прям нравится, да не могу. Я реально вот секунду назад наступила на остановку, едет трамвайчик, понимаете? Вот это же как здорово, когда тебе так везет. Вообще, я вам хочу сказать, что я сегодня проснулась и сама попыталась настроить себя на прекрасное настроение.
И это у меня получилось. Поэтому всем вам рекомендую, руководите собой сами. Не поддавайтесь ни на какие плохие нападения на вас. Все в нашей голове. И мы все можем делать сами. Значит, я же вам не рассказала, куда я поехала. Во-первых, я уже действительно не могу сидеть дома. Вчера я высидела один день, и там мне уже с головы хватило. Я уже просто тупо, не знала, чем заниматься, и мне не хватало воздуха. Была машина на меня поедет, а просто проехала. Ой, ребята, сама себя хожу и улыбаюсь. Но это очень прикольно быть одной в каком-то чужом городе. Потому что ты его имеешь, столько времени вот так это все изучить, все там понять. Короче, это интересно, я вам честно говорю. Вчера весь день шел дождь. Я тосковала. Мне не нравится сидеть дома. Я люблю выходить, гулять, быть продуктивной, делать кучу дел. А я этого делать вчера не захотела по понятным причинам. Еще и был снег. Сегодня тоже я посмотрела по погоде, собирался быть дождь. И я, несмотря на все, быстренько вышла, потому что написали, что дождь с 11 и уже на целый день. Я быстренько вышла, но дождика нет, я уже доехала до центра. А ехала я, друзья, вот на эту ярмарку. Сейчас я подойду ближе. Почему я хотела на нее попасть? Мы тут с Маринкой проходили, она мне рассказала, что здесь, приезжает один дядечка какой-то. Мы его так и не застали, я его не увидела. Сейчас буду просто его наугад искать. Она сказала, что у него просто самые лучшие сыры, какие она ела в своей жизни. И у меня закончились сыры. Я хочу здесь есть сыр, конечно же. Здесь он очень вкусный. Я буду его искать, в общем. Еще и по очень хорошим ценам, она сказала. Здесь можно это все покупать. Такой, ребят, рыночек вообще-то небольшой. Вот одна такая машинка с сырами. Но там женщина. А Маринка же сказала, что должен быть мужчина. Хотя, наверное, и продавцы могут и меняться. Но я еще так близко туда не подходила, не рассматривала. Сейчас изучу. Если найду, я вам скажу. А вот это, чтобы вы понимали, такой у них центральная площадь, можно так сказать. Я так думаю, что летом будет здесь покрасивее. Этот фонтанчик, наверное, будет работать. Мы придем посмотрим. Смотрите, я сначала подумала, что это пицца. Это просто, размер. Я даже не знаю, как вам показать. А это типа творожная запеканка или чизкейк. В общем, оно вот такое просто. Когда Акопчик приедет, мы его сюда приведем и купим ему, потому что он любит очень творожную запеканку. Не нашла я там мужчину, продающего сыры недорогие. Нашла только женщину, продающую дорогие. Не купила, потому что, во-первых, мне легче в магазине. Там видишь товар, и либо на нем сразу цена, либо... она сверху. Причем у них так прикольно, у них товары внизу, а цена сверху. Сейчас дойду до продуктового, потом покажу вам. То есть это тоже сбивает. Это не так, как у нас, и, это тебя путает. Но когда ты уже это понял, уже потом, конечно, легче. А тут, у нее много-много-много продукции, и просто написано внизу ценники, там, за 100 грамм. Короче, я поняла, что я ничего не понимаю, развернулась и ушла. Так что можете дальше с меня смеяться, как я выживаю в большом городе, это называется, одна. Не, это вообще-то очень интересно, мне нравится. Я вообще не печалюсь, не расстраиваюсь по этому поводу. Я больше печалюсь, что просто нет мужа рядом. И, мне тоскливо, мне вообще плохо без него. А так, что я там, с чем-то не справлюсь, у меня вообще таких мыслей не было ни разу. Я... ездила одна тоже по миру, и ничего такого страшного не было. Даже без особых знаний языка все можно разобраться. Просто надо настроиться. Опа, еще какие-то кофейни, булочные. Потому что Акопчик мне говорит, почему ты сидишь дома? Иди где-то пей кофе, иди какой-то тортик съешь. Я говорю, я не хочу без тебя никуда идти. Приезжай, потом пойдем. Правильно я говорю, да? Я двигаюсь в сторону торгового центра, потому что я уже немножечко даже примерзла. 3 градуса для меня это холодно. Еще недавно было уже у нас 10-11. Тут вообще такие перепады, если честно, с погодой. Не знаю, наверное, везде сейчас перепады. Аномалия такая в мире. Короче, иду греться. Посмотрю,
что мне приглянется. Надо зайти уже за какими-то продуктами. Может быть, что-то я сегодня опять-таки увижу на рубрику, которую мы с вами договорились сделать. Типа, пробуй непонятно что. Сейчас посмотрим. А вообще, чтобы вы понимали, что я хочу найти для себя, и я это ищу уже, я не знаю, наверное, около года точно. Это клешные джинсы от бедра, очень-очень клешные. И чтобы они были серого цвета. Такие я себе придумала, и такие я хочу. Есть синие, есть черные, есть какие угодно, но вот таких, как я хочу, сильно клешных от бедра, именно серых, я тупо не могу найти. В одном месте в Ереване я когда-то нашла, признаюсь вам честно. Они были прикольные, все мне подошло, просто они стоили 140 евро. И они были типа без какого-то либо бренда. Я, типа говорю, хорошо, я все понимаю, хорошие, наверное, качественные. Откуда они? И продавец нам говорит, это Турция, у нас все Турция, все типа лучше. Я говорю, понятно, типа еще, мы и так Турцию никогда в жизни не покупаем принципиально. А тут еще, за такие деньги я такая посмотрела, думаю, как бы они мне не нравились, ты типа серьезно пошутила, да, знаете, вот так мы посмеялись с Акопом. Он говорит, вообще, что ты сюда заходишь в эти типа магазины? Займись полезным делом. Так что, ребята, ищу свои джинсы, такие, как я хочу, серые, клешные. Пожелайте мне удачи. Подпишитесь, чтобы я сегодня нашла джинсы. Спасибо. Хочу вот что-то типа такого, поняли? Типа как штаны-юбка, но чтобы они были серые и из плотной джинсы. Это такая прям летняя, эти мне не нравятся вообще. Просто я вам модель показала примерно. Нету, ребята, представьте, это я зашла в такой типа большой магазинчик, где представлены пару-тройку каких-то более-менее для меня знакомых брендов, и просто нету таких серых джинс. Их вообще сейчас особо уже клёшных нет. Наверное, эта мода уже просто проходит или прошла, а я только их ищу. Факт в том, что не нашла. А мне такие джинсы, только голубые, по-моему. А Копчика сестричка хотела подарить еще 1,5 года назад. Я не взяла. Она говорит, бери, все, бери, забирай это. Я себе куплю, типа, такие же пойду. А мы тогда как раз собирались уезжать уже. И я не взяла, говорю, нет, нам реально некуда было эти вещи особо брать. И мы сами там всего кучу раздавали. И я так хочу теперь эти джинсы, я не могу их найти. Да что ты будешь делать? Друзья, еще в одном магазинчике нашла тоже похожую модель. Даже не похожая, а такую, как я хочу. Вот такая нормально широкая штанина. Синие. Что ты будешь делать, а? Друзья, все-таки я пришла эти померить, чтобы вам показать примерно, что я хочу. И то я хочу еще клешнее, чтобы прям сильно-сильно были. Эти тоже неплохие, прикольные. Но все равно это просто, чуть-чуть не то, что мне хотелось бы. Я хочу прям такую штаньку, чтобы аж разлеталась. Насчет этих что скажете? Какой-то для меня тоже непонятный бренд. Но опять же, вот они синие. Вот не нравится мне и все. Я придумала себе серые. Не хочу серые. Ребята, еще сходила в этот магазин, что за мной Тика Макс. Там типа тоже разные бренды могут быть, как и дорогие, так и дешевые. В общем, все девчонки бегают туда, потому что там из разных старых коллекций может быть типа что-то очень классное можно нарыть. Но я ничего тоже не нашла. Опять же, еще хочу вернуться к этим джинсам, которые были турецкие за 140 евро, о которых я вам ранее рассказывала. Что просто вы не писали ничего плохого. Это дело, даже не в цене. Если это хорошие джинсы, каких-то нормальных, известных, проверенных брендов, типа каких-то, я не знаю, Мустанги, Левайси, Дизеля, то, что ты типа купишь, ты будешь 10 лет носить эти штаны, и им сносу еще и не будет. То есть за такие фирмы, конечно же, стоит платить такие деньги. А за что-то непонятное, извините меня. У меня вообще Акоп такой позиции всегда придерживается, что надо покупать что-то супер хорошее, классное, лучше типа реже, но ты купил и ты носишь эту вещь 100 лет. Я так не люблю. Мне надо каждый год что-то новое, пусть оно будет недорогое,
Но если уж он хочет, ладно, пусть будет дорогое, но часто, потому что, ну, мы же девочки, это шопинг, это нам же хочется выходить просто. Вот я сейчас ничего, допустим, не купила, я сейчас пойду за продуктами, но я уже как-то зарядилась, получила массу удовольствия только потому, что я походила по магазинам. Ну, нам это в любом случае необходимо. Так, что-то увидела серенькое. А ну-ка, пока с вами болтала. Не широкие. Хотя, слушайте, это же Close House, 29 евро. Живи, мерять не буду, это точно такие. Представьте, я обходила только что весь этот магазин, я искала, типа, вдруг есть. Они все равно немножечко темные, мне бы хотелось светлее серый. Но если я ничего не найду, то, конечно, я за ними вернусь. Тут еще просто много магазинов, и я устаю вот только тупо ходить по магазинам. Ну, короче, типа, весь торговый центр я не обойду за один раз. У меня есть время сейчас свободное, я буду приезжать еще, и лучше там по очереди буду обхаживать эти магазинчики. И, надеюсь, в каком-то ближайшем будущем я обязательно куплю себе то, что я хочу. Испугалась. Короче, ребята, я тут веселюсь полным ходом. Только что подхожу брать тачку. Эти немцы что-то говорят, там со мной что-то рассказывают. Я ничего не поняла и улыбаются. То есть они не обидеть не хотят. Они что-то по-хорошему, типа, мне подсказывают, а я ж ничего не понимаю. Я там стараюсь как-то учить хотя бы там по пару слов, какие-то там самые элементарные предложения, но они вообще не то говорят, они со мной говорят по-серьезному уже. Я просто смотрю там, говорю, все понятно, оставила эту тачку, пошла. Хотя я не знаю, может они не наоборот говорили, бери ее, бери, думают, эй, куку, ты что? Ничего, выживаем как можем, это называется. Вышел на улицу чуть пройтись, тут у нас Буся, как вы уже знаете. Сейчас пройдусь, возьму из ателье свои штаны и поднимусь домой. Мне написали, кстати, из этого агентства, мне нужна теперь прописка. Сейчас нужно сделать еще и прописку, получается. Короче, какой-то трудности не заканчиваются. Друзья, у нас температура хорошая, плюсовая, +6, но идет снег. Вы видите, да? У нас тоже идет снег, так что, Танюшка, смотри. У нас тоже снег, мы не отстаем от тебя. Ой, погодка. Я думал, все, скоро одену такие летние вещи, уже будет кайфово. А тут снег. Зимой не хочет, короче, выходить. Ребята, все, моя, прогулка заканчивается, причем не на какой-то радостной ноте. Настроение просто -0. Потому что позвонила Копчик и сообщил мне радостную вещь, что, оказывается, сейчас, только через 10 дней после того, как он заплатил деньги, чтобы начала делаться виза, ему сказали, что нужна еще и твоя прописка. То есть ему уже в понедельник ехать во Львов, чтобы вы понимали, подаваться типа в консульство. Они сейчас сообщают, что тебе нужна прописка. Когда я уже здесь, понимаете, да, и я не могу его прописать, потому что я здесь. И даже нотариальную доверенность, пока я отсюда вышлю, до понедельника она точно не дойдет. И вообще я даже не представляю, как и где это делать. Какой-то дурдом. Я не знаю, я такая бешеная, и злая, и расстроенная, и все вместе просто. Я просто сразу ему задаю вопрос, говорю, это она тебе сейчас позвонила и сказала, когда мы уже потеряли 10 дней, когда мы уже заплатили половину суммы? Ну, серьезно, это кто так делает вообще? Ну, почему такие неответственные люди находятся на своих рабочих местах? Я не знаю, я просто напишу там такой отзыв, что я не представляю даже, что я сделаю. Хотя я ничего не сделаю, кроме отзыва своего. В общем, злюсь. И она говорит, да, прописка нужна, очень нужна, потому что будет отказ, Ну, представьте. Я тут уже вся себя извела, потому что, я тут сижу, он там сидит, нервничаем, с этой визой не могли решить, что делать. Все-таки, послушали, ладно. Все, ладно, друзья, извините. Больше не буду выступать. Еще и дождь пошел. Окей, ожидала. Ребята, сейчас ехала, постаралась немножечко себя как-то успокоить. Уже злость прошла, уже осталась только какая-то обида и недопонимание.
Почему реально люди так неответственно относятся к своей работе, к жизни других людей, к каждому своему прожитому дню? Почему мы такие все стали халатные? Или как сказать? Я даже не знаю. Ну, какие слова подобрать, чтобы они были правильные. Но я очень разочаровываюсь, вот когда вот такое происходит. Он 10 раз спрашивал этого своего визового агента. Еще там, когда мы были, мы ходили в эти визовые агентства, мы все узнавали. Они нам распечатывали перечень документов. Потом она еще ему по WhatsApp скидывала эту перечень. И там не было этого слова прописка. Почему ты сейчас, когда сегодня пятница, завтра, послезавтра 2 выходных, а в понедельник ему надо быть во Львове, почему ты сегодня говоришь про эту прописку? И если ее нет, то будет отказ. Ну вот как так? Вы знаете, вот у меня тупо опускаются руки, я не знаю. Ну, все, у меня уже прошла эта злость, бешенство, что я хотела там убивать этих людей. Все, это уже прошло. Сейчас другое на душе, ну как? Ну почему так? Ну неужели вы не понимаете, что вы за это сидите, получаете деньги? Тут, пожалуйста, сделайте уже нормально. Друзья, расстраиваюсь и печалюсь. И знаете, что я увидела? Подснежники. Тут уже настоящие красивые подснежники. Это что-то с чем-то. Я даже не видела. Просто посмотрите на эту прелесть, да? Там дальше еще больше. Просто не хочу туда становиться ножками, потому что они везде могут вылезти, эти прелести. Посмотрите. Ну ничего, еще когда будет солнышко, я выйду, красиво вам покажу. Как я говорил, обожаю людей-профессионалов. Мои штаны готовы. Иду домой. И хотел сказать еще одну маленькую новость. Девочка, которая делает нам визу, она сказала, прописку делать не надо все-таки. И это очень радует. Это очень сильно упрощает нам задачу, потому что сейчас делать мне прописку, это будет чуть сложновато. Чтобы мне прописать, тут еще и нужно было разрешение Танюшки, а Танюшки на разрешение из Германии отправить сюда, это просто время. Короче, ура, у нас все идет, все хорошо, все хорошо. Итак, обещаю вам продолжение банкета. Короче, пока я там нервничала, уже созвонилась с сестрой. Сестра говорит, хорошо, сейчас я поговорю с мужем, все решим, не переживай, все будет нормально, там все сделаем. А Копчик созванивался с этой девочкой, что-то там говорил. Он у меня, как вы уже поняли, спокойный человек, он на все такие... передряги, которые с нами случаются, реагирует совсем по-другому. Я вспыльчивая, у меня сразу этот огонь взрывается, я вообще не понимаю, что со мной происходит. И не всегда могу удержать себя в руках и поступать, и думать правильно. Короче, он нет, он спокойно себе все там пытается решить любую проблему, и мы с ним такие разные, поэтому, наверное, нам двоим хорошо всегда было. Чем закончилось? В итоге они там созванивались, говорили, а она говорит, ну хорошо, все, ладно, тогда решим, тогда можно, это все сообразить тебе без прописки. И он мне перезванивает, говорит, все, Танюша, с пропиской отбой, все нормально, можем решить так. Я говорю, ну вы шутите, что ли? Я тут уже просто себя извела, съела просто. Я уже билеты чуть ли не взяла в Украину, ехать, лететь, бежать, тебя прописывать. И ты все, ты вот так, он такой, ну да, просто я же умею разговаривать с людьми. Я говорю, так если это не так важно было, если она могла это сама решить, зачем вообще эту воду баламутить? Я не понимаю, честно, объясните мне. Я не знаю, если можно было без этой прописки, зачем ты ее требуешь, в последний день? Или я что-то не понимаю, или что, я не знаю уже. Все решилось, друзья, все хорошо, все нормально. Я так думаю, можно выдыхать. Кстати, не договорила вам еще за свой пальчик. Он все-таки у меня нарывает. Спасибо большое, что писали в комментах, поддерживали. Конечно, вы рекомендуете обратиться к врачу. Я даже не знаю, тут как-то надо брать термин к врачу. Я вообще не понимаю, как это все будет. Я, конечно, ни к какому врачу не пойду. Я надеюсь, что с Божьей помощью будет все хорошо у меня с этим пальчиком. Не судите строго, не пойду.
Вообще он меня так типает, еще и я боюсь даже идти. Отмачиваю себе, там делаю примочки. Маринка мне какую-то мазь дала, я ее прикладываю, приматываю и все. Время ужина и обещанная мною рубрика «Танюшка пробует непонятно что». Вы сами поддержали и написали, что вам это будет интересно. Короче, так как сегодня Копчик мне сообщил вот эту новость про то, что нужна прописка, и нужна она срочно, нам ее некогда делать, мы не можем ее сделать. В общем, это вы все слышали уже. И я была в то время в магазине, и я только когда пришла домой, я поняла, что типа я из продуктов взяла вообще такое все непонятное, ненужное. В общем, я была немножко не в себе. Я вам хочу сказать, что я взяла селедку в каком-то белом, типа, чем-то, каком-то соусе. Сейчас, конечно, у меня слюнки текут, я как бы хочу ее, но я в таких соусах никогда не люблю селедку, не беру, потому что мне не нравится вкус. Но попробую, уже все, уже взяла. Просто я на каком-то автомате, автопилоте вот так все взяла и погналась домой почему-то, потому что, в общем, я себе нервничала и все. Нехорошая эта селедка. Бура. Какой-то, короче, один уксус, знаете, вот как типа переоцетела, или как сказать, я не знаю, типа переуксили ее. Уксосили. Пожалуйста, напишите, если кто-то знает. Если кто-то знает такое слово правильное, типа, если много уксуса, очень много, переборщили с уксусом, напишите, пожалуйста, как это одним словом называется. Все, всем понятно. Ой, фу. Еще какая-то томата моцарелла. Я не знаю, или это в пасту добавлять, или что. Короче, так как я поняла, немцы очень много разных таких намазушек и кушают. Видимо, мажут на хлеб. Но я буду без хлеба, мне нормально. Мне нельзя хлеб просто, я худею на диете. Как видите, на диете. Каждый день что-то покупаю, какие-то вкусности кушаю. Танюха, сосредоточься, пробуем это. Я буду без хлеба, я люблю все с соусами, поэтому мне вот эта штучка очень даже подходит, если она будет вкусная. Потому что прошлая рыбная, если вы помните, была вкусная. Это тоже. Ой, ням-ням-ням. Короче, типа такой сырный вкус, помидорный. Базилик там точно есть. Еще что-то там большое такое. Слушайте, это что вообще? Типа лучок. Это прям кусочки помидорчика. Ой, вот это я понимаю вкусно. С рисом сейчас я себе сделаю. Ребята, короче, вот эти всякие штучки, я не знаю, как их назвать. Они мне здесь нравятся, я вам хочу сказать. И их здесь просто миллион разновидностей. И там, где сегодня я была на рынке, там тоже, типа, где продавались сыры, вот эти дорогие, что я вам говорила, там прям на развес они вот эти разные пасты, типа, продают. Их надо все тоже по отдельности покупать и пробовать. Я уверена, что они тоже вкусные, там, молочное, что-то такое. Кто любит вот такое все, молочные разные заправки, тем по-любому понравится. В общем, все. Рубрика у меня сегодня была из селедки, невкусной. Вот как вам показать? Вот такая. Не берите, невкусная. Из такой томатной штучки очень даже. Вообще можно и макарончики, и куда угодно. И ой, ням-ням-ням, как вкусно. Все, спасибо. Друзья, состояние улучшается, но не так хорошо, чтобы я позволил себе сходить на тренировку. Сейчас я иду в банк, мне нужно взять с банка бумажку, что там у меня есть счет, чтобы предоставить для подачи визы. Очередной документ необходимый. И по данным, которые в данный момент у меня есть, в понедельник уже я поеду на подачу визу, а мне нужно поехать в другой город, Львов. Бумажки для подачи визы взял. Погода нехорошая, чтобы погулять, поэтому зайду в торговый центр, буду ждать автобуса оттуда. Как только будет автобус ближе, я уже выйду и сяду, поеду домой. Ну и как оказался я в торговом центре. Тут я знаю место, где делают вкуснейшие булочки. Сейчас возьму булочку и кофеек. Вот эти булочки просто бомбические, очень вкусные. И как раз из печки выходят еще круассаны.
вкусная булочка есть. Просто это очень вкусная булочка. Называется, как она называется, не знаю. Да, просто булочка с мясом и с грибами. И кофе. Подожду в автобус. Сколько у меня времени есть? У меня еще времени 10 минут. А я за 10 минут успею все сделать. Еще хочу маленькую историю рассказать вам. Первый раз, когда я пошел в это место, откуда я сейчас булочку брал, я выходил оттуда, и ко мне человек подошел. Он сказал, можно у вас что-то попросить? Я там спешил, или не знаю. Я сказал, нет, обычно я так не поступаю. Обычно я останавливаюсь, говорю, да, я чем могу вам помочь? Но я понял, что он что-то от меня хочет, и у меня то ли настроения не было, то ли, не знаю, что-то не так было. Я быстро оттуда ушел и сам себя как-то не мог простить этот свой поступок. И ходил, так скажем, с таким грузом на душе. А сейчас, когда я купил булочку, начал есть, смотрю, там человек один стоит, не тот же, другой. И смотрит на меня очень внимательно. Я такой посмотрел на него, он говорит, можно? Я говорю, да, слушаю вас. Говорит, можете, пожалуйста, купить мне хлеба? Я такой, не задумываюсь, говорю, да, давайте там без проблем куплю хлеб. Что там стоит этот хлеб купить? От этого никто богаче или там никто беднее не станет. Это всего лишь там батончик хлеба. И я ему говорю, идите, возьмите, что вам нужно, я буду возле кассы, да, чтобы со своим там кофе и булочки не заходил внутрь. Он такой, да, хорошо. Пошел я возле кассы, подождал, он пришел, взял батончик хлеба, чай, какой-то там пакетиков и еще что-то. Ну, в общей сложности там сумма небольшая была, но это помощь, которую в этот момент я оказал, мне, не знаю, как-то приятно стало. Я не стал типа таким добрым человеком или доброй дядькой. Просто от этого легче на душе становится. И хочу и прошу вас тоже, друзья, если вы видите, что кто-то там на улице просит помочь, помогите. Вот смотрите, скажу честно, я деньгами никогда не помогаю. Типа дайте денег, я говорю, нет, хотите там еду, пойдемте, я вам куплю еду. И вот этот случай, когда человек именно подошел, сказал, купи мне еды, я уже все, не могу типа отказать. Я ему куплю эту еду, он покушает и все будет хорошо. А когда человек говорит, дай деньги, я очень много раз пока отказывал, потому что я вижу, там человек сейчас пойдет выпить, и от этого ему лучше не будет. Ну, в общем и целом, друзья, быть добрее это так хорошо, это так приятно, это лучше, чем быть злым. Советую вам делать добрые вещи, добрые дела. Все задачи, которые я сегодня перед собой поставил, осуществил. Самое последнее и самое важное, которое нужно было сделать, нужно было купить билеты во Львов и обратно. Билеты куплены, в понедельник выезжаю на поезде поеду. Время туда где-то 6-7 часов, не помню. Короче, ночную поездку взял, поеду, буду спать, и приеду также, буду спать. Классно, очень долго мы ждем эту визу. В этот раз нам тяжелее, можно сказать, не бывало, наверное. Вот еще и плюс в разлуке с женушкой, с моей. В общем и целом, друзья, давайте напишите в комментарии, что вы думаете об этом. И спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Увидимся. Пока-пока. Советую вам посмотреть какое-то видео, которое выскочило на экране. Они очень интересные.